Всем привет, друзья! Сегодня жарю пирожки с картошкой. Кто не любит эти пирожочки? Честно сказать, через мои руки прошло очень много тазов с пирожками, с различными начинками. Все они получаются очень вкусные. На моем канале уже есть несколько рецептов, и вот один из них. Это тесто для пирожков я буду готовить на картофельном отваре. Не на том отваре, где варится картошка, мы его будем делать отдельно. Для приготовления начинки я подготовила 1 килограмм картофеля. Картофель очистила и залила холодной водой. Ставлю на плиту. Пока готовится картофель, приготовим тесто. Для теста мне понадобится 240 грамм сырого картофеля. Картофель нужно будет измельчить в пюре. Для этого рецепта, что для начинки, что для теста, выбирайте картофель мягких сортов. Который хорошо разваривается. И теперь вот картошечку нужно будет хорошенько измельчить. Теперь эту картошку нам нужно будет отправить в 200 мл кипятка. Все хорошо перемешиваю, добавляю 50 грамм манки и ставлю на плиту, довожу все это до кипения. Как только эта масса закипит, сразу отключаю. Вот, посмотрите, получается вот такая вот кашка-малашка. Кашка закипела. Старайтесь ее во время варки постоянно помешивать, чтобы она не прилипла к стенкам посуды. Она получается такая очень густая. Добавляю сюда 20 грамм сахара. 25 миллилитров подсолнечного масла без запаха, 400 миллилитров холодной воды, вода кипяченая, остуженная. Все хорошо перемешиваю и пробую. Водичка должна получиться такой тепленькой. И вот теперь в эту воду добавляю столовую ложку соли. Я использую розовую соль. Все хорошо перемешиваю и пробую на вкус. Если водичка получается такой приятной, солененькой, значит соли достаточно. Если нет, нужно будет добавить еще чуть-чуть. Обязательно пробуйте. Тесто должно быть таким вкусным. Как только кристаллы соли растворились, добавляю сюда 42 грамма сырых дрожжей. Если у вас нету сырых дрожжей, тогда используйте сухие дрожжи. Все хорошенько взбиваю венчиком до тех пор, пока кристаллы дрожжей не растворятся, чтобы не было ни единого дрожжевого комочка. Все растворилось. Теперь добавляю сюда 900 грамм муки. Муку заранее просеяла. Замешиваю тесто.
Для замеса теста я еще подготовила 100 грамм муки. Тесто получается слегка липнущим, таким оно и должно быть. Во время расстойки оно станет намного гуще. И теперь тесто нужно будет уложить в более объемную чашку, так как оно дрожжевое и будет подниматься. Ему нужно место для роста. Чашку сбрызгиваю небольшим количеством подсолнечного масла. Использую масло без запаха. Так, масло хорошо распределяю по всей чашке. Закладываю тесто и отправляю в теплое место. Тесто сверху можно прикрыть полотенцем или крышкой. Пока поднимается тесто, приготовим заправку для картошки. Я буду обжаривать лук. Лук обжариваю на сливочном масле. Можно использовать топленое, что я всегда и делаю, но у меня, к сожалению, оно закончилось. На сливочном масле лук начинает очень быстро гореть, поэтому выбирайте правильную температуру. Масло нужно будет разогреть. И вот я подготовила 4 крупные луковицы. Мне нравится, когда много лука в картошке. Если вам не нравится лук, тогда можете этот шаг пропустить, заправить картошку по своему вкусу. К примеру, просто добавить сливочное масло, сливки, молоко, чуть-чуть муската, соль и протолочь. Но мне нравится с зажаркой. Лук режем мелко. Дрожжевое тесто готово к работе. На припыленный стол мукой выкладываю тесто. Вот, посмотрите, тесто подошедшее не липнет уже к рукам. Клейковина разбухла. Тесто очень воздушное. Беру кусок. Остальное тесто накрываю полотенчиком, чтобы оно не заветрилось. Муки много нам не понадобится в работе с тестом. Раскатываю пласт. Толщина пласта полсантиметра. Беру круг диаметром
8 сантиметров. Пирожки буду выпекать в большом количестве растительного масла. Масло разогреваю на умеренной температуре. В лепке пирожков ничего сложного нету. Леплю обычным способом. На середину лепешки выкладываю начинку. Мне нравится, когда начинки много. И вот эти вот краешки, хвостики, вот так вот чуть-чуть подбираю к серединке. Получается вот такой вот симпатичный пирожок. Я делаю такого среднего размера пирожки. Можно сделать большие, кому как нравится. С этим тестом очень легко работать, оно хорошо поддается лепке. Вот эти вот хвостики я подтягиваю вот так вот к серединке. Можно также оставить пирожок в форме листочка. Вот, для меня это форма листка. Если хотите закруглить краешки, тогда их подтягивайте вот так вот слегка к серединке. И вот этот вот шов можно положить вот так вот на бочок. Я очень люблю работать с тестом. Это доставляет мне массу удовольствия. Вот такая вот самодельная скалочка у меня в руках. Значит, сегодня будут пирожки. Но так получается не всегда. Если в руках скалка, это не значит, что будут пирожки. Конечно, шутка. Все сегодня будет. Румяные, воздушные, с пылу, с жару. Пироги, пирожочки.
Готовность масла можно проверить с помощью деревянной палочки. Если возле палочки собираются пузырьки, значит масло готово к работе. Обязательно разогревайте масло на умеренной температуре, иначе пирожок сверху начнет быстро подрумяниваться, а внутри будет не прожаренный. Тесто такое мягкое, невесомое. Пока жарится первая партия пирожков, формирую вторую. Вот с одной стороны пирожочки поджарились, переворачиваю на другую сторону. Первая партия пирожков готова. Вот, посмотрите, какие они румяненькие. Закладываю следующую партию и таким образом буду поступать, пока не перепеку все пирожки. А пирожков сегодня будет много. Вот такая гора пирожков у нас получилась. Пирожки выглядят очень аппетитно, горячие, с пылу, с жару. И давайте возьму отлежавшийся пирожок и покажу вам, что внутри. Вот, посмотрите, слышите звук? Пирожок хрустящий сверху и очень мягенький внутри. Все отлично пропеклось, тонкое тесто. Нравятся толстостенные пирожочки, тогда раскатывайте потолще. Вот скушать такой пирожок с чашечкой чая, кофе – это сплошное удовольствие. Обязательно пеките. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.